Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Я рада всех приветствовать. В этом видеоуроке я расскажу, как связать вот такую звездочку. Ее можно использовать в качестве подвески, в качестве комплимента, в подарочные боксы. Также ее можно использовать как подставку под горячее, да и вообще она очень праздничная и поднимает настроение. Кстати, смотрите данный видеоурок до конца, и там у меня для вас интересное предложение. А связать данную звездочку можно из любого материала, будь то шнур. Также я попробовала связать ее из обычной пряжи. Она получается более миниатюрная, но такая же милая. Также я попробовала связать ее и из трикотажной пряжи. Размер у нее получается, конечно, чуть больше, но также ее можно использовать как подставку под горячее, и она получается достаточно плотной. Выбирайте, из какого материала будете вязать вы. В описании к данному видео я оставлю промокод, по которому можно приобрести материалы со скидкой. Ну что, всем красивых звездочек, давайте приступать. Я сегодня буду использовать для вязания шнур 3 мм и крючок номер 4. Для создания звездочки из такого шнура нам понадобится приблизительно 8 метров. Размер звездочки получается почти 12 сантиметров. Если вязать из более мелкой пряжи, то это будет размер приблизительно 9 сантиметров и расход также приблизительно 8-9 метров. Из трикотажной пряжи размер звездочки получается почти 16 сантиметров. Выбирайте ту, которая нужна именно вам. Вязание будем с вами начинать с волшебного кольца, в которое будем провязывать с вами столбики с одним накидом. Итак, делаем с вами волшебное кольцо. Мы берем кончик, обматываем вот так наши пальцы, кончик сверху, рабочая нить снизу. Далее мы с вами разворачиваем руку, свободными пальцами придерживаем нашу рабочую нить, крючком залезаем под первую нить, хватаем вторую, хватаем заново рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке. Это получилась наша первая петелька, которая фиксирует все наше колечко. Далее наше вязание будет происходить с помощью столбиков с одним накидом. Но первый столбик у нас будет просто столбик имитация. Мы сделаем его с помощью обычных воздушных петелек. То есть одна петелька у нас уже есть. Мы делаем, накидываем нить на крючок, протаскиваем через петельку на крючке. Это получается вторая петля. Также делаем накид на крючок и протаскиваем через петлю на крючке. Это получается своеобразный наш столбик с одним накидом. Далее у нас будет с вами переход на угол. Углы мы будем делать с помощью воздушных петель. То есть мы делаем сейчас с вами еще раз, два, еще 2 воздушные петли. То есть всего у нас получается раз, которая петелька мы сделали в самом начале, и еще раз, 2, 3, 4 петельки. То есть всего 5 петель. Далее мы будем делать с вами столбик с одним накидом. Мы делаем накид, ныряем в наше кольцо, при этом кончик сразу будем прятать, то есть обвязывать. Ныряем в колечко, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить, провязываем сначала 2 петельки на крючке. Теперь опять у нас 2 петли, мы заново хватаем рабочую нить и провязываем еще 2 петельки. Так мы связали с вами столбик с одним накидом. Далее у нас идет опять столбик с одним накидом. Делаем накид, ныряем в кольцо, вытягиваем. У нас получается сейчас 3 петельки. Сначала мы провязываем 2, хватаем рабочую нить. Теперь у нас осталось еще 2, и мы также рабочей нитью провязываем еще 2 петельки. Сейчас мы провязали с вами один лучик. И к этому лучику мы добавим столбик в самом конце. Получается, сейчас мы провязали 2 столбика с одним накидом, делаем с вами 2 воздушные петельки и заново делаем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, ныряем в кольцо, провязываем 1 столбик, ныряем также в кольцо, провязывая 2 столбик. Так мы связали с вами еще 2 столбика с одним накидом, и между ними получилось
воздушные петельки. Итак, получается, мы провязали с вами 2 столбика и делаем опять 2 воздушные петли. Далее опять идет 2 столбика с одним накидом. Провязали 1 и делаем накид, провязываем еще 1 столбик. Получается, мы с вами связали уже 1, 2, 3 полноценных, получается, как бы наших лучика. Теперь мы делаем опять 2 петельки воздушные и вяжем 4-й лучик из 2 столбиков с одним накидом. Делаем накид, ныряем в кольцо, провязываем 1 столбик, делаем накид, ныряем в кольцо и провязываем 2 столбик. Итак, у нас получилось сейчас 1, 2, 3, 4 парных столбика с одним накидом. Теперь мы после этих делаем еще 2 воздушные петельки и далее провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Делаем накид, ныряем в кольцо и провязываем столбик. Итак, теперь мы подзатягиваем наше колечко, тянем за кончик. Получается, что этот столбик с одним накидом, он будет парой для нашего первого столбика из воздушных петель, который мы имитировали в самом начале. И сейчас мы будем делать с вами соединение ряда. Итак, считаем с вами, значит, петли, за которые мы будем с вами цепляться. Вот наша первая, которая держала наше колечко. Дальше 2, 3, 4. То есть за вот эту 4-ю петлю, косичку, мы будем с вами сейчас цепляться крючком. Итак, первая, которая держала, дальше 2, 3, 4. Мы оттягиваем, получается, эту петельку, которая у нас сейчас на крючке. Ныряем крючком с изнаночной стороны, то есть снизу, под обе дужки косички, которые у нас под номером 4. То есть вот 1, 2, прям под обе дужки с изнаночной стороны. Далее берем вот эту петельку, которую мы вытянули, и утягиваем ее крючком на изнанку. Утянули, все поправили. И теперь все наше полотно, весь наш пятиугольничек ныряет сейчас в эту большую петельку. Вытаскиваем кончик и начинаем за рабочую нить тянуть. При этом наша эта петелька уменьшается. Уменьшаем ее до самого конца. И далее подтягиваем рабочую нить, затягивая окончательно данную петельку. Вот такое соединение у нас с вами произошло. Далее мы переходим к вязанию следующего ряда. В этом ряду, как и в последующих, мы будем с вами вязать вот в эти отверстия, то есть под воздушные петельки, которые у нас здесь были между нашими лучиками. Итак, сейчас мы, получается, с вами будем делать полустолбик с накидом. Мы делаем накид на крючок прямо сейчас. Далее ныряем в это отверстие, хватаем рабочую нить. У нас сейчас 2 петельки на крючке. Хватаем заново рабочую нить и провязываем, протягиваем, получается, рабочую нить через 2 эти петельки. Таким образом мы сейчас с вами связали полустолбик с одним накидом. Далее у нас идет обычный столбик с одним накидом. Мы делаем с вами накид. Также ныряем прямо в отверстие крючком, хватаем рабочую нить, вытягиваем. У нас 3 петельки на крючке. Мы заново хватаем рабочую нить, провязываем первых 2 петельки. И далее, заново хватая рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Теперь мы делаем 2 воздушные петли. Одну и вторую. Теперь мы будем с вами вязать в это же отверстие, но в зеркальном порядке. То есть сначала мы провяжем столбик с одним накидом, а потом полустолбик с одним накидом. Делаем накид, ныряем в отверстие, вытягиваем
ниточку, у нас 3 петельки на крючке, хватаем заново рабочую нить, протаскиваем через первых 2 и далее хватаем рабочую нить, протаскиваем еще через 2 петельки. Итак, мы провязали столбик с одним накидом, дальше у нас идет полустолбик с одним накидом. Мы также делаем накид и ныряем туда же, все в это же отверстие. Ныряем, вытягиваем, у нас 3 петельки, мы хватаем рабочую нить и протаскиваем сразу через 3 петельки на крючке. Так мы с вами сформировали уже один лучик. Далее провязываем столбик без накида. Вот идут наши 2 столбика предыдущего ряда, и над ними в середине есть петелька, вот лежачая косичка, прямо она между ними получается. Мы сейчас в нее ныряем, то есть под обе дужки косички, хватаем рабочую нить и провязываем обычный столбик. Далее переходим к вязанию следующего лучика, который мы тоже будем провязывать в отверстие. Итак, значит, сначала у нас идет полустолбик с одним накидом, как было здесь. Далее идет столбик с одним накидом, потом идут 2 воздушные петли, и потом в зеркальном порядке столбик с одним накидом, полустолбик с одним накидом. Итак, делаем накид, ныряем в это отверстие, вытягиваем ниточку, хватаем рабочую нить и протаскиваем через все 3 петли на крючке. Далее делаем с вами столбик с одним накидом. Накид, ныряем в это же отверстие, вытаскиваем ниточку, у нас 3 петли. Сначала провязываем 2, а потом еще 2. Далее теперь у нас 2 воздушные петли. И теперь в зеркальном порядке делаем накид, ныряем в отверстие, вытягиваем ниточку, провязываем сначала 2 и далее рабочей нитью еще 2. Теперь делаем полустолбик с одним накидом, накид, ныряем в отверстие, вытягиваем и рабочей нитью провязываем сразу все 3 петельки на крючке. Таким образом мы сформировали с вами еще один лучик. Далее переходим к следующему, но сначала между вот этими столбиками, которые были в предыдущем ряду, ныряя за вот эту косичку, которая между ними, провязываем обычный столбик без накида. Ныряем и провязываем обычный столбик. И далее также переходим к вязанию следующего лучика. Мы также сначала делаем полустолбик с одним накидом, накид, ныряем в отверстие, вытягиваем, провязываем сразу 3 петельки. Далее у нас идет столбик с одним накидом, накид, ныряем в отверстие, вытягиваем, провязываем сначала 2 петельки, хватаем заново рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Дальше 2 воздушные петли. И далее зеркально вяжем столбик с одним накидом и полустолбик с одним накидом. Делаем накид и ныряем сразу в отверстие. Вытянули, провязали 2 петельки и хватаем рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Далее довязываем, получается, один полустолбик с накидом, ныряем и рабочую нитью провязываем все 3 петельки. Так у нас получился с вами еще один лучик. Далее мы опять делаем столбик без накида, ныряя между столбиками с накидом предыдущего ряда под вот эту косичку. Она прям между ними. Ныряем туда за обе дужки и провязываем обычный столбик. И так далее мы с вами вяжем до конца, провязывая все лучики аналогичным способом. То есть мы провязываем, ныряя в отверстие, сначала полустолбик с одним накидом, далее идет столбик с одним накидом, далее идут 2 воздушные петли, столбик с одним накидом и полустолбик с одним накидом. Далее опять обычный столбик и так далее повторяется, пока мы не дойдем до нашего первого лучика. Итак, я довязала свой 5-й лучик, и теперь мне осталось связать только столбик без накида. И буду нырять также под нашу петлю. Она была у нас петлей соединения. То есть я ныряю сюда под дужку косички
и за вот эту ниточку, которая у нас под вот этой перемычкой. Итак, ныряю, то есть крючок должен получиться здесь под дужку, там их, кстати, 2, и сюда под ниточку, то есть вот таким образом, как бы насквозь вытягиваю нить и провязываю столбик. Итак, таким образом мы связали с вами сейчас второй ряд и переходим к вязанию третьего ряда. Сначала нам необходимо сделать соединение. Мы также вытягиваем ниточку, то есть нашу петельку, и смотрим, за что же мы будем здесь соединяться. Итак, здесь самым первым у нас идет полустолбик с одним накидом. То есть мы видим, вот наша петля, вот полустолбик и его шляпка. То есть смотрим 2 ножки. Далее идет у нас петля, которая его пересекает, и здесь уже сразу идет шляпка. Чтобы вам не ошибиться, за что цеплять, мы видим наш столбик с одним накидом, то есть из него вот выходит петля, которая пошла дальше, и к этой петле, которая у нас выходит как бы из столбика с одним накидом, к нему цепляется вот эта петелька, хватает его как бы. Вот за эту петлю нам необходимо сейчас будет нырять крючком. То есть вот наш столбик с одним накидом, и петелька нашего полустолбика, вот этого, хватает как раз этот столбик с одним накидом. То есть за вот эту косичку мы будем сейчас с вами нырять. Итак, крючком ныряем с изнаночной стороны под обе дужки косички. Далее опять также накидываем ниточку и утягиваем ее на изнанку. Все подтягиваем, выпрямляем. И теперь вся наша звездочка ныряет в эту петлю. Убираем кончик. Итак, подтягиваем нашу рабочую нить, при этом уменьшаем нашу петлю здесь до конца и дальше здесь до конца утягиваю петельку окончательно. Итак, дальше мы переходим к вязанию следующего ряда. Старайтесь при вязании вот этих лучиков, чтобы у нас равномерно распределялся шнур или пряжа, то есть старайтесь эти делать более с наклоном вправо, а эти более с наклоном влево, ну, чтобы было красиво и симметрично вязалась наша звездочка. Итак, далее мы переходим к третьему ряду, и здесь у нас будет с вами аналогично данного ряда. Мы будем также вязать только теперь вот в это отверстие. И сюда мы будем с вами провязывать сначала 3 полустолбика с накидом, то есть как были здесь, только их будет 3. И дальше будет 4-й столбик с одним накидом. Потом у нас будет 2 воздушные петельки, и потом все зеркально. Столбик с одним накидом и 3 полустолбика с одним накидом. Итак, сейчас мы, получается, делаем с вами накид, ныряем в отверстие, вытягиваем ниточку, то есть старайтесь вязать более вправо, чтобы немножко наши полустолбики легли именно в правую сторону. То есть мы сейчас нырнули, сделали накид, у нас 2 петли. Далее мы хватаем рабочую нить и провязываем через 2 эти петельки. Таким образом мы связали первый полустолбик с одним накидом. Далее делаем накид, ныряем в это отверстие, вытягиваем. У нас 3 петельки на крючке. Мы берем с вами рабочую нить и протаскиваем через все 3 петельки. Это получился наш второй столбик. Далее мы делаем опять накид, ныряем в отверстие, вытягиваем ниточку. У нас опять 3 петельки. И сразу все 3 петельки мы с вами провязываем. Далее идет у нас столбик с одним накидом. Делаем накид, ныряем в отверстие, вытягиваем. У нас 3 петли на крючке. Хватаем рабочую нить, провязываем сначала 2. Далее хватаем рабочую нить, провязываем еще 2. Итак, мы сформировали с вами одну сторону нашего лучика. Теперь делаем 2 петельки воздушные. И опять теперь зеркально вяжем в это же отверстие наши столбики. Первый будет столбик с одним накидом и дальше 3 полустолбика с одним накидом. Итак, делаем сейчас с вами накид. Ныряем туда же в отверстие, вытягиваем, провязываем сначала 2 петельки и далее еще 2 петельки. То есть получился наш столбик с одним накидом. И далее у нас идут 3 полустолбика с одним накидом. Также ныряем сюда же в отверстие, провязываем сразу все 3 петли, делаем опять накид,
ныряем туда же, 3 петельки провязываем все сразу. И остался последний полустолбик, также ныряем сюда же, вытягиваем и провязываем все 3 петельки. Итак, мы с вами сформировали один лучик. Далее мы с вами вяжем обычный столбик без накида и провязываем его в эту галочку, которую мы вязали столбик в предыдущем ряду. То есть ныряем прямо в раскол галочки и провязываем обычный столбик. И дальше переходим к вязанию следующего лучика и вяжем также аналогично этого лучика. Сначала делаем 3 полустолбика с одним накидом, ныряем, получается, в отверстие и старайтесь, чтобы наши полустолбики лежали ближе сюда к одиночному нашему столбику без накида. Делаем опять накид, ныряем туда же и провязываем еще один полустолбик с накидом. Делаем опять накид, ныряем туда же и провязываем еще один полустолбик с накидом, то есть сразу все 3 петельки. Дальше у нас идет столбик с одним накидом, делаем накид, ныряем, вытягиваем, провязываем 2 петельки, хватаем рабочую нить и провязываем еще 2 петельки. Дальше у нас 2 воздушные петли, и мы переходим ко второй части лучика, вяжем все зеркально. Делаем накид, провязываем столбик с одним накидом. И дальше 3 полустолбика с одним накидом. 1, накид, ныряем, вытягиваем и провязываем новой нитью сразу все 3 петельки. Накид, ныряем туда же, вытягиваем и провязываем все 3 петельки. Итак, мы связали с вами уже второй лучик, то есть старайтесь вытягивать вот эти ножки столбиков одинаково. То есть если вы здесь сильно вытягиваете, то старайтесь и здесь сильно вытягивать, чтобы они были гармоничны. То есть сейчас у меня здесь получилось более вытянутые ножки, чем на этой стороне. Поэтому я распущу и сделаю их чуть-чуть покороче, то есть пораньше провяжу ножки, чтобы они сильно не вытягивались. То есть я прям чуть-чуть вытянула и сразу довязываю столбик, чтобы все было симметрично. Далее у нас с вами идет обычный столбик без накида. Также в раскол галочки мы с вами ныряем и провязываем столбик. Итак, вот мы навязали с вами первый и второй лучик. И сейчас переходим к вязанию третьего лучика. Делаем опять у нас накид. Вяжем первых 3 полустолбика с одним накидом. То есть нырнули, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки. Опять накид, ныряем, вытягиваем и провязываем все 3 петельки. И еще накид, ныряем, вытягиваем и провязываем все 3 петельки. Дальше у нас идет столбик с одним накидом. Накид, ныряем, провязываем 2 и дальше еще 2. Теперь 2 воздушные петли и далее вяжем все симметрично. Первый у нас идет столбик с одним накидом, провязываем, и дальше 3 полустолбика с одним накидом. Накид, ныряем сюда же в отверстие, вытягиваем, провязываем все 3 петельки сразу, второй с одним накидом и далее 3. Итак, мы связали с вами, получается, сейчас уже 3 лучик. И так далее мы с вами вяжем аналогично данным лучикам. То есть сейчас будем провязывать один столбик без накида, а далее также в лучиках формируем сначала 3 полустолбика с одним накидом, дальше столбик с накидом 1, потом 2 воздушные петельки, столбик с одним накидом и 3 полустолбика. И так мы вяжем до конца, и здесь с вами увидимся.
Итак, я довязала свой последний лучик. Мне осталось провязать только столбик без накида. Я его провязываю. И сейчас будем делать с вами соединение. Итак, вытягиваем с вами ниточку. Можно обрезать. И теперь вытягиваем с вами эту ниточку до конца. Этот хвостик мы сейчас будем с вами соединять. Итак, где же мы здесь с вами будем опять соединяться? То есть смотрим, вот наш первый полустолбик с одним накидом. И вот его шляпка. За вот эту петельку мы будем сейчас с вами цепляться. То есть вот наш полустолбик и вот его шляпка, которая уже цепляется за шляпку следующего полустолбика. То есть мы будем цепляться за нее. Итак, мы с вами, получается, что делаем? Крючком ныряем под эти две дужки, хватаем рабочую нить и утягиваем ее наизнанку. То есть сейчас мы будем с вами делать петлю имитацию. Это можно сделать с помощью иголки или также с помощью крючка. То есть мы вот утянули ее, получается, наизнанку. И теперь нам необходимо развернуться на изнаночную сторону. И мы будем с вами сейчас возвращать ниточку туда, откуда она выходила. То есть мы сейчас с вами крючком ныряем сюда под эту петельку, под столбик, под сам. Вылезаем крючком туда, куда мы будем утягивать нашу нить. То есть вот наша ниточка ушла, и сюда мы будем сейчас ее возвращать с помощью крючка. То есть мы засунули крючок и утаскиваем на изнанку наш хвостик. И вот такая петелька имитация у нас здесь с вами получилась. А дальше кончик просто прячем сюда под ножки столбиков, и также этот кончик. Мы его просто берем и прячем под ножки столбиков. Думаю, это можно сделать самостоятельно. Итак, я спрятала свои кончики под ножки столбиков. Звездочку можно немножко отпарить, но сильно не давите на нее утюгом, если будете проходиться не только паром, а просто чтобы она не потеряла свою объемность, чтобы не была совсем плоской. Сейчас предлагаю сделать для нее подвесочку, чтобы ее можно было повесить. Можно сделать ее, в принципе, с помощью той же нити, что вы вязали, или, например, использовать любую ленту. То есть смотрите, как вам больше нравится. Я предлагаю просто сюда продеть ниточку, вдеть, получается, эти два кончика и подзатянуть ниточку. Этими кончиками можно сделать, например, бантик или просто узелок, чтобы повесить. То есть смотрите, как вам больше внешне по дизайну нравится, как бы вы хотели. Вот такая малышка-звездочка у меня сегодня получилась. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем все подскажу и расскажу. А также делитесь своими результатами в разных соцсетях. Мне будет очень приятно. И теперь мое предложение, о котором я говорила в самом начале видео. Если данный видеоурок наберет больше 3000 просмотров, больше 1000 лайков, то среди тех, кто оставит комментарии к данному видеоуроку, я обязательно разыграю свой один любой мастер-класс на выбор. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. А на этом все и пока-пока!